Первое кругосветное плавание Магеллана. Экспедиция Магеллана, также известная как экспедиция Магеллана-Элькана, была первым кругосветным путешествием. Это была испанская экспедиция XVI века, первоначально возглавляемая португальским исследователем Фердинандом Магелланом на Малукские острова, которая отправилась из Испании в 1519 году и завершилась в 1522 году испанским мореплавателем Хуаном Себастьяном Элькана после пересечения Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Кульминацией экспедиции стало первое кругосветное плавание. Экспедиция выполнила свою основную задачу – найти западный путь на Малукские острова, острова пряностей. Португальский дворянин Магеллан после 1515 года разрабатывал проект достижения островов пряностей морским путем в западном направлении. Экспедиция, официально она называлась Малукской армадой, включала 5 кораблей, на которых находились, по разным оценкам, от 235 до 280 человек. Отплытие состоялось 20 сентября 1519 года из порта Сан-Лукар-де-Барамеда. Караван двинулся в юго-западном направлении, проведя около 3 месяцев в океане. Команда высадилась в бухте Святой Люсии, где позднее будет основан Рио-де-Жанейро, проведя там 3 недели, и южным летом двигалась вдоль побережий Бразилии и Аргентины. В Патагонии на Пасху 1 апреля 1520 года 3 судна подняли мятеж, однако Магеллан сохранил командование и принудил остальных к покорности. Главы мятежников были подвергнуты суду и казнены. В мае 1520 года произошла крупная катастрофа. Корабль «Сантьяго» разбился о скалы в шторм, и только 35 человек смогли добраться до оставшейся части армады пешком. Несмотря на сложности, 1 ноября 1520 года Магеллан сумел вести 4 судна в узкий пролив, который позднее был назван его именем. Позже команда назвала остров за проливом Огненной землей из-за многочисленных костров на стойбищах лесных пожаров. К сожалению, в марте 1521 года одно из судов, Сан-Антонио, дезертировал и вернулся в Испанию, после чего в армаде осталось только 3 судна. После прохождения пролива 3 оставшихся судна 28 ноября вышли в океан, который Магеллан назвал Тихим, потому что за 4 месяца плавания в его водах не случилось ни одного шторма. Однако почти все члены команды болели цингой и страдали от недостатка воды и пищи. 13 февраля 1521 года команда повторно пересекла экватор, а 6 марта заметила горы на острове Гуам. Позже команда добралась до ранее неизвестного европейцам филиппинского архипелага. На острове Мактан произошел конфликт, в результате которого Магеллан был убит 27 апреля 1521 года. 1 мая того же года Раджа устроил резню, в которой погибла большая часть офицеров эскадры, и из-за уменьшившейся команды был брошен и сожжен корабль «Консепсьон». Тринидад под командованием Гонсало Гомеса де Эспиносы попытался пройти обратно через Тихий океан, но из-за штормов через 7 месяцев с трудом вернулся на Тернате. Остатки его команды были схвачены португальскими карателями, которые должны были арестовать Магеллана. На каторге выжили только 4 или 5 человек, в том числе Эспиноса. Судно «Виктория» под командой Элькана, на борту находился также летописец Антонио Пигафетта, прошла через Индийский океан, мыс Доброй Надежды и острова Зеленого мыса, где португальцы арестовали 13 человек из команды. 6 сентября 1522 года судно возвратилось в Севилью. На борту осталось 18 выживших участников экспедиции. Элькана был пожалован гербом с изображением земного шара
и девизом «Ты первый обогнул меня». Королевский секретарь Максимилиан Трансильван в 1523 году издал первое описание экспедиции. Король Карл настаивал на освобождении 12 человек, взятых в плен португальцами в Кабо-Верде, и в конечном итоге они были возвращены в Испанию небольшими группами в течение следующего года. Несмотря на потерю 4 кораблей и более 60% личного состава, экспедиция Магеллана, Элькана, окупила все расходы и даже принесла небольшую прибыль после выплаты пенсий и компенсаций по судебным искам. Основная цель оказалась выполнена, был разведан западный морской путь к островам пряностей. Поскольку не было установленной границы на восток, в 1524 году оба королевства пытались найти точное местонахождение антимеридиана Тордесилиес, который разделил бы мир на два равных полушария и решил Малукский вопрос. Правление собиралось несколько раз, так и не придя к соглашению. Знаний в то время было недостаточно для точного расчета долготы, и каждый отдал острова своему государю. В 1525 году, вскоре после возвращения экспедиции Магеллана, Карл V отправил экспедицию во главе с Гарсией Хофре де Лаиса, чтобы занять Малукские острова, утверждая, что они находятся в его зоне действия Тордесильясского договора. В эту экспедицию вошли самые известные испанские мореплаватели, в том числе Хуан Себастьян Элькана, который вместе со многими другими моряками погиб во время плавания, и молодой Андрес де Урданета. Им было трудно добраться до Малукских островов, пришвартовавшись в Тидоре. Португальцы уже обосновались в близлежащем Тернате, и две нации почти 10 лет враждовали из-за владений, которые все еще были заняты коренными жителями. Соглашение было достигнуто только с Сарагосским договором, подписанным в 1529 году между Испанией и Португалией. Малукские острова были переданы Португалии, а Филиппины – Испании. Экспедиция Магеллана первой совершила кругосветное плавание и первой прошла через пролив в Южной Америке, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. Название Магеллана для Тихого океана было принято другими европейцами. Экипаж Магеллана наблюдал несколько животных, которые были совершенно новыми для европейской науки, в том числе верблюд без горбов, который, вероятно, был гуанако, ареал которого простирается до огненной земли. Естественные ареалы обитания ламы, викуньи и альпаки находились в Андах. Черный гусь, которого нужно было освежевать, а не ощипать, был пингвином. Был реализован весь земной шар, поскольку их путешествие составило 60 440 километров. Глобальная экспедиция показала необходимость установления международной линии перемены дат. По прибытии в Кабо-Верде команда была удивлена, узнав, что дата корабля 9 июля 1522 года отставала на один день от местной даты 10 июля 1522 года, хотя они записали каждый день трехлетнего путешествия без пропусков. Они потеряли один день, потому что путешествовали на запад во время своего кругосветного плавания в том же направлении, что и видимое движение Солнца по небу. Хотя курдский географ Абуль-Фида в 1331 году предсказал, что кругосветные плаватели накопят однодневное смещение, а кардинал Гаспаро Конторини был первым европейцем, давшим правильное объяснение несоответствия. В 2017 году Португалия подала заявку в ЮНЕСКО на соблюдение кругосветного маршрута. Предложение было для объекта всемирного наследия под названием «Путь Магеллана». В 2019 году он был заменен совместным заявлением Португалии и Испании. В 2019 году был проведен ряд мероприятий, посвященных 500-летию путешествия, включая выставки в различных городах Испании.
В связи с празднованием 500-летия прибытия Магеллана на Филиппины в 2021 году Национальный комитет 500-летия установит святыни, чтобы отметить точки, где флот бросил якорь.